День Крещения Руси – это памятная дата, законодательно установленная в двух странах – России и Украине. Отмечается этот праздник ежегодно 28 июля. Что такое крещение Руси? Это тысячелетний ориентир нашего единства. Что может быть еще не красноречивее этого факта? Факта нашего единства, нашей общности. История праздника началась в 2006 году, когда на Украине была создана международная общественная организация под таким же названием – День Крещения Руси. Целью этой организации и стало создание традиции празднования Дня Крещения Руси народами Украины, России и Белоруссии. В 2006 году я со своей скромной персоной, несколько рок-музыкантов, несколько банкиров собрались вместе в монастыре, и наш духовник выступил с такой небольшой идеей. Говорит: ребята, помните, был День Крещения Руси, такой праздник? Я сразу вспомнил 1988 год. Здорово, да. Монахи в лавру вернулись. Я еще маленьким был, шоколад помню. 1000 лет Крещения Руси. Он говорит: а слабо реанимировать этот праздник? У нас было 5 человек, на самом-то деле. Вот Бог дал, и с 7 и 8 года мы с помощью современных технологий, начиная от рок-тура, заканчивая медийной плотной работой, мы эту тему немножко подняли. В 2007 году на Певческом поле Киева состоялось первое торжественное празднование Дня Крещения Руси, собравшее 100 тысяч зрителей. В 2008 году праздник стал официальным на Украине. В 2010-м День Крещения Руси был также законодательно установлен в Российской Федерации. А с 2011 года праздник отмечается в 3 странах – России, Украине и Беларуси. Несколько дней назад у меня было 50 лет, приехало большое количество друзей, в том числе из России, и неожиданно совершенно для нас нам позвонили из метрополии и сообщили о том, что Украинская Православная Церковь, награжден не один я. Дело в том, что 16 мая, через несколько дней, 55 лет со дня рождения будут праздновать замечательный музыкант и поэт Юрий Юлианович Шевчук. И блаженнейший митрополит Владимир очень неожиданно для нас наградил меня и Юрия Юлиановича высшей церковной наградой нашей, это Андрей Первозванный орденами. 11 мы сыграли концерт, и буквально позавчера блаженнейший нам вручил. Это было очень трогательно. И, конечно же, он сказал, что прежде всего это и за творчество, но и за тот вклад, который посильный, который мы оказываем в возрождение традиции празднования Дня Крещения Руси в наших странах, нашего народа. Потому что мы говорили с блаженнейшим, есть внутреннее убеждение, что все-таки народ у нас один и един. Живем мы пока в разных государствах, но народ один, и я думаю, что никому не удастся нас рассорить. И вот эта дата, она для нас очень важная, как раз для ответа, кто же мы такие, откуда мы взялись здесь. Поэтому 5-й или 6-й год уже мы занимаемся этим праздником, и мы рады тому, что в прошлом году впервые уже в Москве отец Всеволод благословил святейший патриарх Кирилл. Ну и мы сегодня поговорим о том, как мы собираемся праздновать уже в этом году одним народом в 3 странах этот праздник. Я надеюсь, что День Крещения Руси от года к году будет все более смысловым событием. Святейший патриарх действительно придает большое значение этому дню. И еще будучи митрополитом, он участвовал в праздновании, которое происходило в Киеве. Он внимательно следит за тем, как проходит празднование сейчас, от года к году. Я надеюсь, что празднование этого года будет не менее, может быть, и более зрелищным, и самое главное, смысловым по сравнению с предыдущими годами. Мы очень хотели бы, чтобы празднования состоялись в Москве, Киеве и Минске, и чтобы они привлекли большое количество молодых людей, не только для того, чтобы послушать музыку, но и для того, чтобы подумать о том, что такое для наших народов День Крещения Руси. Это день, который в смысловом отношении говорит о самом главном, о чем-то гораздо более важном, чем экономика, чем политика, чем те или иные споры о нюансах государственного управления, которые сегодня имеют место в наших обществах.
все это будет меняться много-много раз. А цивилизационный вектор развития наших народов, как мы надеемся и верим, все останется неизменным. Мы призваны сегодня созидать восточно-христианскую цивилизацию, у которой, как я совершенно убежден, есть ключи от будущего всего мира. Именно у нашей цивилизации есть ключи от будущего всего человечества. Наша цивилизация, православная цивилизация, восточнославянская цивилизация не самая многочисленная, но она именно ключевая, потому что именно она сегодня знает, как открыть двери в лучшую жизнь для всего мира и особенно для Европы. Будущее Европы, это сегодня уже ясно, не за Лондоном, Парижем или Брюсселем. Будущее Европы за Киевом, Минском, Москвой, а также за Кишиневым, Софией, Афинами, Бухарестом, теми странами, теми городами, которые являются центрами восточно-христианской цивилизации. Уже сегодня мы, Киев, Минск, Москва, больше Европы, чем Запад нашего континента. Запад изменил идеалам Рима, идеалам христианства, изменил той Европе, которая была основана на римском праве и на идеалах христианских, которые соединили с римским правом императора Константина Юстиниана. Помня об этом, сегодня нашей цивилизации не надо идти ни за слабым волей Западом, ни за слабым интеллектуально Востоком. Нам не нужно быть зависимыми и ведомыми в окружающем нас мире, в мире диалога цивилизаций. Нам нужно воссоединить интеллект и волю, интеллект, которого не хватает на Востоке, и волю, которой не хватает на Западе. Нам нужно воссоединить традиции и инновации, веру и жизнь, духовное и так называемое мирское. Наш долг за 10 лет изменить этот мир, и мы можем это сделать. Наш долг за 10 лет изменить всю систему политических, экономических, культурных отношений в рамках всего человечества. И мы можем это сделать, потому что знаем как. Альтернатива нашему пути – это апокалипсис. И наш ответ, я уверен совершенно в этом, это ключ от мирного и гармоничного будущего для всего мира. Вот что такое наша цивилизация. И вот о чем мы вспоминаем, когда празднуем День Крещения Руси. В Минске мы, уже продолжая ту традицию, которая была заложена в прошлом году, не так давно, но тем не менее мероприятия, которые будут проходить в Минске, они уже являются плановыми. То есть это не тот стихийный процесс или то стихийное явление, которое всех нас в Минске взбудоражило в плане подготовки. Вот. В этом году я, обратившись к владыке митрополиту с предложениями, заручился его благословением, мы будем проводить концерт на открытой площадке. Сейчас можно смело говорить о том, что это будет центр города, где мы уже будем согласовывать с администрацией нашей столицы. Вот. И поддерживая те мысли, которые были высказаны, мне хотелось бы обозначить сегодня направленность развития ситуации в Минске. Конечно, это работа с молодежью. И мы планируем то наследие, которое было принесено из Византии, вручено святому равноапостольному Владимиру и развивалось здесь у нас на территории уже белорусских княжеств, и Польского, Полоцкого и Туровского, с молодежью поделиться тем евангельским наследием, которое является жизненно важным и, как сказал отец Всеволод, ключевым в развитии нашей православной цивилизации. Что это будут за мероприятия? Конечно, мы проведем для молодежи, для сотрудников епархиальных подразделений
как молодежного, так и миссионерского, конференцию. Сложно сказать пока о формате ее, но, конечно, мы пригласим сторонних наблюдателей, то есть это будут какие-то наши молодежные, кроме всего прочего, республиканские учреждения, которые могут поучаствовать в обсуждении. И тему уже можно обозначить сегодня, это миссия в молодежной среде сегодня. Кроме всего прочего, конечно, это будет по традиции прошлогодней, это будут выставочные мероприятия, посвященные современной жизни Белорусской Православной Церкви. Вот. Конечно, фотовыставка. Если в прошлом году вниманию участников и гостей была предложена тематическая работа одного из наших белорусских художников о Заславле, это была выставка в доме, в киноконцертном зале Дома Москвы, то сегодня мы уже говорим о фотовыставке. Есть прекрасная коллекция и собрание работ, описывающих вот этот небольшой промежуток времени Белорусской Православной Церкви. Ну и кульминацией наших всех планов является концерт в городе, на открытой площадке, куда мы уже обсуждали это с нашими товарищами, с Олегом и с Юрой, о том, что мы хотели бы и будем рады принять и чествовать на нашей белорусской земле артистов из Москвы и из Киева. Будет 3 концерта. Это одновременное начало в Москве, в Киеве и Минске. Это будут большие площадя, на которых будут выступать современные артисты, это будут духовные коллективы. Мы сейчас продумываем формат для того, чтобы сделать его очень оригинальным и не таким, как он был у нас в прошлые годы. Однозначно могу сказать, что это будет очень интересно, и эти концерты будут запараллелены между собой прямой телесвязью. То есть это будут телемосты, это будет спутниковая связь. Мы будем выводить на экраны площадей города. То есть в Киеве мы будем показывать Москву и Минск, включение, в Минске Киев и Москву, а в Москве Киев и Минск, разумеется. И таким образом мы с помощью, в общем-то, современных технологий создадим такой вот эффект присутствия вот сразу на 3 площадях, 3 наших столиц. Святая купель Днепровского крещения родила великий христианский народ. Тот самый народ, которому мы принадлежим. Замечательный святой Лаврентий Черниговский, не я, сказал вот какие прекрасные слова. Россия, Украина, Беларусь – это и есть Святая Русь. А Святая Русь – это не империя. Это не союз, бывший или какой-то будущий. Святая Русь – это идеал любви, добра и правды. Святая Русь – это непобедимость. Святая Русь – это красота. Святая Русь – это сила. И мы все с вами единая Святая Русь. Дай Бог вам любви, ребята. Дай Бог любви.